Друзья, всем привет! Как вы знаете, я переехал в новую мастерскую. Размер у нее 6×4. По идее, должно хватать для простых нужд. Но тут решил отгородить себе кабинет 2×2, потом начал перевозить все необходимое со старой мастерской и понял, что места сильно маловато. Перевез основные станки, совсем ненужные продал. И еще есть станки, которые пока жалко продавать, так как иногда я ими все-таки пользовался, но и перевозить уже их некуда. Это сверлильный станок и шлифовальный. Ими я пользовался крайне редко, но иногда без них никак. Нашел идеальный выход из ситуации. Поискал и заказал полезную приспособу для дрели, которая, возможно, заменит мне и сверлильные, и шлифовальные станки. Речь пойдет про стойку для дрели AFI. Давайте посмотрим, что это за штука, как собирается, настраивается и как работает. Стойка приходит в частично разобранном состоянии. Необходимо собрать только основные элементы. А именно собрать основание или станину с направляющей, установить каретку с ограничителем каретки, прикрутить пару фиксаторов, надеть пару возвратных пружин, прикрутить ручку, поставить стопор, упор на основание, поддон для стружки и, собственно, саму дрель. Подойдет почти любая, так как тут посадочное отверстие 43 мм. Как раз почти у всех дрелей такое посадочное на рукоятках. Вот и все, можно работать. Проверяю на всякий случай перпендикулярность сверла относительно основания специальным поверочным угольником, входящим в комплект. В принципе, даже в таком виде уже все ровно, как надо. Чуть подправлю в одной из плоскостей регулировочным винтом и готово. Можно пробовать работать. Попробую сделать пару отверстий на бруске. Опускаю каретку с дрелью на нужную высоту и пробую. Ну что, вроде неплохо. Кстати, отличие от обычного сверлильного тут в том, что не стол регулируется, а вся сверлильная конструкция к столу. В принципе, для меня разницы никакой. Высота стойки тут 450 мм, но я задумался, что теоретически при желании ее можно нарастить. Так, теперь попробую наделать отверстий в профильной трубе. Но тут тоже вполне легко и ровно получается. При создании усилий на ручке конструкция не шатается, не прогибается и не люфтит. Удобно, что большая часть стружки попадает в поддон. Также хочу протестировать другой режим работы – шлифование. Для этого откручиваем пару болтов на держателе дрели, поворачиваем конструкцию на 90 градусов и снова прикручиваем в таком положении. Далее собираем и регулируем столик. В принципе, все, можно работать. Шаблоном выставляем перпендикулярность круга к столику и вперед. На деревяшке хорошо, и на металле работает тоже хорошо. Под углом удобно снимать заусенцы с металла или делать фаску на деревяшку. Такая необходимость у меня возникает нечасто, и на паре деталей я и без станков могу сделать эти операции. Но когда возникает потребность в изготовлении большого количества деталей, то без этих станков мне никак. Главный критерий для меня – компактность, так как станки по отдельности у меня уже есть в другом месте. Для кого-то это будет цена, так как станки по отдельности стоят сильно дороже универсальной стойки AFI. Дрель у всех в хозяйстве имеется, особенно у тех, кто задумался покупать сверлильный станок. Лучше, чтобы дрель, конечно, была с регулировкой оборотов. Так что, на мой взгляд, такая покупка имеет место быть.
Естественно, мы все понимаем, что отдельно стоящий самый простой станок будет наверняка лучше сборного и многофункционального. Тут я повторюсь, скорее лично для меня стоит вопрос компактности и универсальности тех операций, которые редко используются, но иногда очень нужны. Но если вам также понравилась такая универсальная приспособа, то на всякий случай оставлю ссылку в описании, где про нее можно почитать и, если что, купить. Вообще, напишите в комментариях, как вам стойка. А если понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И подписывайтесь на канал в Telegram. Там много полезного и интересного. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!